Здравствуйте! В этом видео на канале Доктор Скачко вы узнаете про один простой способ, который позволит вам в домашних условиях опасную коронавирусную инфекцию превратить в легкий насморк с небольшим повышением температуры и ухудшением общего самочувствия и предупредить опасный для жизни респираторный дистресс-синдром либо пневмонию, от которых слишком много людей умирает. Также вы узнаете, что это видео более полезно обладателям второй группы крови, и уже можете поставить лайк, если у вас именно такая группа крови, а также тем, кто по классификации Павлова холерик либо сангвиник. Вы в большей зоне опасности, опасных для жизни осложнений со стороны органов дыхания, и об этом тоже вы узнаете в этом видео. Также вы узнаете, как легко и просто в домашних условиях определить состояние органов дыхания, для того, чтобы понимать, насколько коронавирусная инфекция опасна именно для вас. Неожиданный бонус получили те, кто когда-то купил мою книгу про грипп. В ней много информации, которая важна и при коронавирусной инфекции. Просто вирусные инфекции, их технологии их сопровождения примерно одинаково. И если эта книга у вас есть, откройте, почитайте. Вы будете больше знать, что же вам делать в домашних условиях до тех пор, пока я опубликую новую книгу. Уже написал про коронавирусную инфекцию, теперь осталось только опубликовать. Итак, почему опасность в большей степени угрожает тем, у кого вторая группа крови? Почему-то коронавирус выбирает из всей массы людей на 20% чаще именно вас. Это не хорошо, не плохо. Это говорит о том, что просто вам нужно больше внимания уделять мерам профилактики. А простой способ, который я сейчас вам расскажу, вы легко его можете применить в домашних условиях. Он основывается на знании биологии возбудителя, ну а также о строении дыхательной системы человека. И для этого не нужно проводить двойные, слепые, рандомизированные исследования. Кстати, если их проведут, когда-то мой способ будет подтвержден, и они скажут действительно да, он действительно помогает в борьбе с инфекцией. Ну а пока это происходит, если это происходит, вы уже будете в зоне безопасности буквально через несколько минут. Итак, как я советую вам поступать? Если вы делаете вдох, коронавирус попадает в дыхательную систему и размножается в эпителии дыхательной системы. И вот если вы делаете вдох через рот, он попадает в трахею, бронхи и в легкие. И если в легкие попал, 6% людей у них развивается пневмония, респираторный дистресс-синдром и очень высокая смертность. Если остановился случайно в трахее и бронхах, возникает поражение на этом уровне. 14% случаев именно так происходит. И тоже опасность для жизни достаточно серьезная. Очень легко сделать следующий шаг. Как попасть в 80% счастливчиков? Да очень просто. Просто каждый раз, когда вы хотите вдохнуть воздух, делайте вдох через нос. 3 придаточных хода с каждой стороны, 3 придаточных пазухи, вернее 3 носовых хода и 3 придаточных пазухи с каждой стороны. Это отличная система фильтрации вдыхаемого воздуха от частиц пыли, гари, копоти, от бактерий, вирусов. Они все останавливаются на этом уровне. Возбудители грибковых инфекций. Вы все остановите здесь и легко удаляя мокроту избавите свой организм. Если коронавирус остановится именно на этом этапе, легкое повышение температуры, заложенность носа, насморк, возможно небольшой кашель, небольшое ухудшение самочувствия, 5-7 дней вы находитесь в состоянии болезни, дальше иммунная система вырабатывает антитела, и все для вас начинает заканчиваться. Конечно, если у вас иммунитет слишком слабый, коронавирус попытается пройти дальше, пока он будет находиться в начальных отделах дыхательной системы, у вас будет время на оказание медицинской помощи. Это тоже очень важно. Почему в зоне опасности холерики и сангвиники? Они просто много говорят. Если они не знают, как правильно дышать, а именно, перед тем, как сказать какую-то фразу, нужно сделать вот так. Вдох сделали, и дальше пошла фраза. Если вы торопитесь и вдох делаете через рот, так проще. Степень опасности увеличивается. Если вокруг вас есть возбудители, то они начнут заболевание с опасного состояния: трахеит, бронхит, пневмония. Если вы дышите правильно, ваша дыхательная система в большей безопасности и ваше здоровье под меньшей угрозой. Поэтому этот момент очень просто исполнить. Дышите правильно. Хотите узнать больше про правильное дыхание? Найдите мой канал «Школа доктора Скачко». «Школа доктора Скачко» 2 сезон. Там десяток видео о том, как правильно дышать в зависимости от вашего пола, возраста, уровня здоровья и некоторых других особенностей от вашего образа жизни. Много нюансов есть. Там последовательно несколько часов видео, которые вы можете легко и просто посмотреть в любое удобное для вас время. Как определить состояние органов дыхания в домашних условиях?
Один из известных фейков в интернете, орган Минздрава, газета «Ваше здоровье» поставил его на второе место. Это способность задерживать дыхание менее чем на 10 секунд. Напомню, это хороший тест для выявления анемии, если вы об этом еще не знаете. Просто при анемии кислородная емкость крови значительно снижена, и действительно вы задержать дыхание долго не сможете. В зоне физиологической, скажем так, опасности по этому методу находятся дети. Время кругооборота крови у детей около 11-12 секунд. И здесь вы можете ложную диагностику провести, и у вас ребенок оказывается болен. У него, кажется, в легких серьезные поражения. На самом деле это просто физиология. У взрослого человека время кругооборота крови 23 секунды. Если задержка дыхания снизилась до 10 секунд, то, скорее всего, такой человек уже находится в реанимации. И такая диагностика, мягко выражаясь, запоздала. А как определить легко и просто состояние кардиореспираторной системы в домашних условиях? Мужчины идут к зеркалу сразу, женщины чаще всего после того, как сделают такое движение, уберут губную помаду. Если у вас губы синюшные, то, скорее всего, органы дыхания и система кровообращения у вас находятся в не самом лучшем состоянии, вам нужна правильная помощь. Если другой цвет, то вам нужно больше внимания уделить всему организму, особенно пищеварительной системе. Очень важно, можно предупредить коронавирусную инфекцию, используя простые наработки старых врачей позапрошлого века, которые все уже проверили на себе без исследований, и об этом вы узнаете в одном из следующих видео. До новых встреч на моих видеоканалах Доктор Скачко и Школа Доктора Скачко, это YouTube, а также Школа Доктора Скачко в Instagram. Если это видео принесло вам пользу, не забудьте поставить на него лайк. Если вы понимаете, что таким простым способом можно легко и просто укротить опасную коронавирусную инфекцию, не постесняйтесь сделать репост, поделитесь этим видео со своими друзьями, знакомыми, родственниками. Это ближний ваш круг, который может для вас представлять опасность в случае коронавирусной инфекции. Ну а вы можете им сократить продолжительность жизни. Поэтому, чтобы этого не произошло, используйте правильно информацию, основанную на физиологии, анатомии человека и особенностях различных инфекций, в том числе и коронавирусной. До новых встреч на моих видеоканалах Доктор Скачко и Школа Доктора Скачко, это YouTube, а также Школа Доктора Скачко в Instagram.